Смотрите, какой автобус. Очень классно, что можно отделиться такой шторкой от соседа, которого ты не знаешь. Есть еще экран, где можно посмотреть новости, телепередачи. Билет на такой комфортабельный автобус стоит где-то 19 тысяч вон. На данный момент это где-то 850 рублей. В Сеул и из Сеула очень часто бывают пробки, и очень классно, что для автобусов есть отдельная полоса, по которой они быстренько проезжают. Тэджон расположен где-то посередине Южной Кореи. Ехать туда на автобусе 1:50, в случае если пробки, то даже чуть больше. Есть несколько магистралей, по которым можно доехать, но автобусы обычно сами выбирают, по какой им ехать. В Тэджоне у меня живет подружка из Узбекистана, которая согласилась со мной провести целый день. Мы вкусно покушали и потом отправились в одно из самых знаменитых мест в районе Тэджона. Мы приехали в место, которое называется Чангтэсан. Это что-то типа эко-парка и одновременно еще горы, где можно насладиться красивой природой. Как вы видите, парк достаточно большой, там даже есть домики, в которых можно останавливаться на несколько дней. Кстати говоря, вход в сам парк абсолютно бесплатный. В парке очень много прогулочных дорожек. Пойдемте, я вам покажу кое-что очень красивое. Здесь есть известный навесной мостик, на котором все фотографируются. Время работы может отличаться в зависимости от времени года, поэтому не забывайте это проверять. Кстати говоря, он также может быть закрыт в дождливую погоду. Если вы вдруг боитесь высоты, то я вас обрадую. Здесь совсем не страшно. Смотрите, как тут красиво. Внизу также есть кафешка, где вы можете передохнуть и выпить кофе. Также еще продают снеки. На осликах можно прокатиться. 안 된대. 엄마, 아빠 너무 무서웠냐? 여기서 어느 쪽이야? И право. 오른쪽. 차도 없을 거야 아마. 왼쪽. Смотрите, какие тут кафешки атмосферные. Вообще, это жилой район. Красиво. В каждом новом городе я всегда стараюсь посетить местную кафешку.
취업할 때 학교 이름이 굉장히 중요하다는 거예요. 외국인도? 외국인도. 그리고 외국인은 학점 중요하지 않다 생각하는데 굉장히 중요해. 그리고 영어로 살아갈 수 있다 생각하는 사람들 잘못됐다고 꼭 전해주고 싶어. 안 되지, 그건. 영어로는 절대 안 돼. Когда живешь в Сеуле, очень не хватает природы, по крайней мере мне, потому что у нас очень много высоток, везде бетон, и если хочется куда-то выехать, то это нужно ехать куда-то за пределы Сеула, это не у всех получается, во-первых. Машины, если нет машины, это не всегда удобно, ну хотя на автобусах в принципе нормально ездить. И плюс еще, когда вы куда-то выезжаете, вы не одни, очень много корейцев тоже на выходные куда-то едет за город, и, соответственно, пробки. И, соответственно, когда возвращаться, тоже пробки, поэтому это все нужно предусматривать. Поэтому, когда я вот так вот выбираюсь куда-нибудь, как сегодня, мне безумно нравится, что здесь не так многолюдно, есть природа, где-то даже дешевле цены. Вот, это очень-очень здорово. И я иногда даже завидую своим друзьям, которые живут где-нибудь не в Сеуле. Да, Сарди? Вот. Как тебе в Сеуле живется? Ой, в Сеуле. Как тебе живется? Как тебе живется в Дэджоне? живется мне очень хорошо. 근데 나는 서울 미안합니다. 러시아보다 한국어가 더 편해서요. 괜찮아. 서울에서도 살아본 사람으로서 지금 두 군데를 굳이 비교하자면 나도 자연에 더 가까운 사람이라고 할 수 있는 그런 거여서 굳이 표현하자면 살만하다. 사람이 살기에는 좋다. 물론 노잼이긴 해요. 이게 이제 젊은 사람들이 굳이 뭐 나가서 놀고 싶다. 서울처럼 어디 나가도 뭐 이쁜 데가 있고 막 그런 거는 또 아닌데, 근데 가족으로서 살기에는 정말 편하고 빨리빨리 문화가 이게 한국이 맞나 싶을 정도로 빨리빨리 문화가 거의 없고 서로 사람들도 약간 친절한 것 같고. 그치, 나도 그런 느낌 있어. 약간 시골이나 지역에 사는 사람들이 지방 잠깐 나가면 약간 그 엄청 착하고 천이 많고 약간 그런 거 남아있는데, 맞아. 근데 그 서울에는 그 천 문화가 조금 많이 없어졌지. 없어지고 있어. 이게 내가 봤을 때 워낙 외국인들이 많다 보니까 흔하잖아. 흔하니까 굳이 맨날 보는 사람한테 맨날 잘해줄 수는 없잖아. 내 컨디션도 있고 내 기분도 있고 다 굳이 하면은. 근데 지방에 나가면은 외국인 비율이 그렇게 높지는 않으니까 신기하지. 내가 봤을 때. 물론 내 개인 아직도 그러면 약간 놀라는 사람도 있어? 놀라는 그 정도는 아니야. 놀라는 대전도 너무 시골은 아니니까 그치. 놀랄 정도는 아닌데 그래도 반갑지. 외국인이고 뭐 어느 나라에서 왔어요 그러면서 그것도 굉장히 반갑게 인사해주고 좋다. 앞으로 뭐 잘하라고 뭐 잘 살아라고 약간 그런 식으로 많이 해주시지. 그래서 되게 살기에는 너무 편한 것 같아. 다른 데 갈래 뭐 서울에 뭐 이사 갈래 뭐 이러면 난 안 갈 것 같아 솔직히. 그치. 나는 여기가 좋아. 있을 거 다 있고 일도 다 되고 뭐 솔직히 웬만한 건 다 있는데 굳이 이제 놀고 싶다. 난 아직 젊음을 느끼고 싶다. 그러면 서울 가야지. 근데 대전은 위치 쪽으로도 괜찮으니까 딱 중간에 있어서 웬만한 거는 다 갈 수 있지. 2시간이면 다 가니까. 잘 있으면 더 편하고. 부산까지 얼마나 걸려? 2시간? 부산까지 뭘로 가냐가 좀 차로 가면은 3시간? 그래도 3시간, 3시간 반 걸릴 것 같은데 좀 멀긴 머네. 근데 KTX 타면은 뭐 2시간도 안 걸려. KTX로 그렇게 빨라? 응. 와. 2시간도 안 그치, 걸리지. 중간에 있으니까. 그렇지. 좋네. 좋다. 어때요? 오늘 대전 와보니까. 대전 오늘 너무 좋았어.
Мне очень понравилось в Тэджоне. Я уже здесь была, но я была здесь так, проездом. Вот. И я не успела особо ничего посмотреть тогда, а сегодня я прям посмотрела одно известное место, сходила в известное кафе, если оно можно сказать известным, но мне кажется, оно достаточно такое приличное. Вот, поэтому мне понравилось, я бы еще сюда вернулась, как только у меня будет возможность. 우리는 항상 환영이죠. 그치, 네. 좋지. 환영이죠. До сюда на автобусе ехать 1:50. Ну, если там где-то пробки, наверное, 2 часа. Вот. Но у автобусов, у них же есть своя линия, поэтому даже если пробки, то они как бы, по идее, быстрее должны двигаться. Вот. Но там уже как получится. Вот. Так что мне очень понравилось. Спасибо за теплый прием. Вот так подошла к концу моя однодневная поездка в Тэджон. Мне очень понравилось, надеюсь, что я сюда смогу скоро вернуться. Обратно я еду точно так же на автобусе, взяла чуть дешевле билет, но тем не менее автобус все равно комфортабельный. Надеюсь, что вам было интересно, вы вынесли что-то новое для себя, и до встречи в следующем видео.